Еще раз всем доброй ночи. Я уже говорила, что буду дарить ритуалы наномагии. Я объяснила, что это такое. Можете открыть мой ролик «Наномагия» и посмотреть. Это магия древняя, которая приспособлена к современной жизни, к предметам современной жизни. Никуда не денешься, поскольку мир меняется, век меняется. И мы точно так же должны соответствовать этому веку. Мы должны использовать все, что есть у этого века, у нашего времени, для того, чтобы получать свою выгоду в плане магии, но правильно формулировать свою просьбу и ритуалы, связанные с современными предметами. Однако сила та же древняя сила. Я уже давала вам ритуал для сохранности денег, финансов с банковскими картами. Очень много различных ритуалов денежных. Хочу поделиться еще одним ритуалом на банковскую карту. Как усилить свою связь с миром богачей, с миром финансовым, с эгрегором денег и так далее. Дело в том, что когда человек начинает пользоваться банковской картой, его жизнь меняется. В каком-то отношении это код определенный для человека. Это как печать денежная на судьбе человека. Относитесь ко всему этому очень серьезно, это имеет огромное значение. Точно так же, как и печать, скажем, ЗАГСа, да, супружеская печать в паспорте о многом говорит. И появляется не просто обязательство, появляется очень много и возможностей. Человек, который не определяется никак в создании семьи, он и в финансах терпит крах, и во всем остальном. То есть неопределенность создает некую воронку. Когда у человека есть банковская карта, он уже решает многие проблемы, сидя дома. Переводит родным деньги, покупает то, что ему нужно, просто переводя деньги, оплачивает такси, переводя с карты деньги и так далее. Ему не нужно все время переживать, носить с собой наличные, вдруг эти наличные пропадут. То есть даже в самые такие неблагоприятные, неблагонадежные моменты жизни можно попросить пополнить свою карту в любой точке мира и пойти снять эти наличные, да, купить билет и вернуться домой. То есть человек не пропадет. И когда он свое подсознание открывает и понимает, что он защищен, то к нему еще больше приходит финансов. Понимаете, все идет от нашего подсознания. Например, если человек боится хранить дома деньги, или боится там в сейфе хранить, или еще где-нибудь, у него постоянный страх. Он все время боится потерять, а значит, это останавливает. То есть он думает, если я буду хранить дома, все равно что-то случится, это пропадет, или мало ли ограбят, или что-то иное, а значит, зачем копить, чтобы потом они зря пропали. То есть он таким образом ставит барьеры, к нему начинает меньше денег идти. Он не понимает, почему так происходит, а потому что он сам себе перекрыл. То есть этот внутренний страх запрещает окружающему миру, Вселенной, там, дать тебе определенное количество денег, потому что ты боишься. Если ты боишься, то они тебе это не дают, чтобы твой предмет страха исчез. Понимаете? Вот банковская карта, вот этот предмет страха устраняет напрочь, потому что человек может позвонить в любой момент, заблокировать свою карту, потом пойти снять новую, и эти наличные переходят на новую карту. То есть в любом варианте он в выигрыше, да? Он, сидя дома, может оплатить покупки, он, сидя дома, может купить, может отправить, может получить и так далее. А значит, у него широкие возможности, а значит, у него появляется желание больше заработать. И если у него есть желание, ему в соответствии с его желаниями дается. Вот почему современный мир
нужно изучать, и нужно это все поворачивать в свою пользу. Как я сейчас в данный момент вас научу. Банковская карта – это дорога в мир богатых людей. Люди иногда просто хранят в ячейках там какие-то безделушки, какие-то там, может быть, не особо, знаете, дорогие вещи, но в любом случае они берут банковскую ячейку. Они считают, что таким образом они себя привязывают к миру богатых людей. Они себя привязывают к мировому банку, к эгрегору денег. Есть люди, которые собирают полгода деньги и снимают дорогой номер в гостинице. Они наслаждаются тем, что они могут себе позволить этот номер снять. Они это представляют. То есть они приучают свою энергию к богатству. И теперь они имеют четкое, ясное представление, что это такое, а значит, это к ним притянется. Понимаете, аппетит приходит во время еды. Когда ты не имел никогда ничего стоящего, ты и не стремишься к этому. А когда ты что-то приобретаешь, ты уже чувствуешь вкус денег, достатка. Тебе хочется всегда так жить, и ты к этому стремишься. Пока у тебя этого не будет, ты к этому не будешь стремиться, а значит, твое подсознание закрыто для этого всего. Так вот, дорогие друзья, банковская карта – это как проводник в мир денег. Сколько бы там ни было у вас денег, со временем их станет больше и больше, потому что вы себя соединили с этим миром денег, понимаете? Поэтому, как бы вы ни переживали за новые технологии, в любом случае постарайтесь приучить себя к этому, постарайтесь завести определенную там банковскую ячейку, карту, да, какой-то мобильный банк, чтобы оплачивать, переводить, получать. Это вам понравится. И когда вы приучите свой мозг, свое подсознание, приучите к достатку, этот достаток к вам притянется. Пока вы боитесь и сторонитесь этого, это к вам не будет приходить. Итак, берем банковскую карту, ложим, значит, в середине там, например, берем четки, можно взять из камня натурального желательно, или бусы, или можете золотую цепочку вот так разложить. Лучше золотую. Можно и серебро, но лучше золотую. Берете зеленую свечу. Читайте это 7 раз. И через некоторое время, то есть это оставьте несколько часов, потом уберете в кошелек. Через определенное время вы заметите, что ваша банковская карта стала проводником для денег для вас. Он как дорога, как будто какая-то река открылась, через которую стекается к вам, ну, естественно, не с воздуха, с работы, да, с продаж, если вы что-то продаете, чем-то занимаетесь. Но в любом случае эта карта будет постоянно притягивать к вам деньги. Еще раз говорю, это из серии нано-магии, которую я обещала вам выкладывать. То есть современная магия, древние заклинания, древние понятия, которые подогнаны под современность, чтобы мы могли эти ритуалы делать и с современными предметами. Да? Если раньше там делалось на купюру, это хранилось, сейчас можно просто делать на банковскую карту. Итак, начнем. Да, еще раз говорю, спрашивают иногда. Карта должна быть своя, но чужую карту не читайте. Если вы пользуетесь этой картой больше полугода, то да. Она уже сохраняет вашу энергию. Если нет, то не стоит. Карта банка. Ты моя связь с миром богачей. С эгрегором денег. Через карту эту я связываю себя с энергией денег. Карта при мне, реки денег ко мне. Через силу мировых банков. С благословения мира богачей я направляю к себе силу денежную. Карта мирового банка. Ты моя денежная дорога. Открой путь денег ко мне. Пополняйся, дари мне богатство. Как сказала, так и будет. Заклинаю. Оставьте некоторое время. Если нет возможности, можете сразу убрать в кошелек. Но если оставите, немножко пополнится этой энергией. Свечу потушите. И ждите,
пополнение вашей карты в ближайшее время. Она последует обязательно. Если вы картой пользуетесь, естественно. Я уже объяснила значение карты. Для чего и почему. Какие дает преимущества. И в материальном плане, и в плане подсознательном. Для притягивания финансов.